Здравствуйте! В этом видео про треугольник Карпмана. Я считаю, что каждому человеку нужно знать про этот треугольник, про эти роли, потому что мы абсолютно все их в жизни проигрываем. Кто-то в большей степени, и прям это уже патология. Например, кто-то душит своей любовью, или кто-то тиранит, муж бьет жену, да, он в роли в определенной. Или кто-то постоянно болеет, оказывается ограбленным, то есть постоянно жертва каких-то обстоятельств. Это такие яркие, концентрированные примеры того, как люди проигрывают три роли треугольника Карпмана, их всего три роли: жертва, спасатель, тиран. Его еще можно назвать абьюзером, контролером. Кто-то проигрывает их в меньшей степени, не так ярко, но абсолютно все мы склонны иногда впадать в эти роли. Поэтому знать, я думаю, об этом полезно каждому. Также это видео является продолжением видео про созависимые отношения, потому что в созависимых отношениях, в яркой их тоже форме, в патологии, эти роли проигрываются прям гипер, о них нужно обязательно знать, отслеживать себя в этих ролях. Итак, треугольник Карпмана, здесь немножко дам теоретической информации про него. Это такая модель, которая описывает три роли поведения, которые иногда люди впадают в них и начинают немножечко неосознанно это делать. То есть, когда человек попадает в эту роль, то есть жил, не знаю, там утром проснулся, сварил кофе, все было нормально, взрослый серьезный человек, потом раз ни с того ни с сего что-то перещелкивается в нем, и он начинает делать действия из какой-то из этих ролей в отношениях с другим человеком. И обычно вообще все проблемы в отношениях между людьми, между мужем и женой, например, между девушкой и подругой, из-за того, что они вот в этих как раз-таки ролях находятся какое-то время, и там очень мучительно бывает. Там нервничаешь, потому что люди ведут себя с тобой непонятным образом. Там сам становишься каким-то таким, что тебе не нравится, например, начинаешь кричать на кого-то больше, чем по делу реагируешь, да, более остро, или начинаешь вдруг включаться и спасать кого-то, спасать, жертвуя уже собой, последнее отдаешь, истощаешься от этого. В общем, про эти роли сегодня. Жертва, спасатель и абьюзер, да, три роли. Жертва – это когда я жертвую собой ради чего-то. Или меня обижают, я жертвой становлюсь, и я не даю достаточный отпор своему обидчику для того, чтобы он прекратил меня обижать. Как это может звучать? Первый вариант, когда я жертвую собой ради чего-то, это, например, когда женщина, я буду показывать контрастные примеры, естественно, да, чтобы это хорошо было ощутимо. Но попробую найти все-таки менее контрастные, чтобы показать, что мы, правда, все в них иногда проваливаемся. Алкоголик, самый яркий пример, да, алкоголь. И жизнь с ним сложная, его нужно постоянно по врачам водить, лечить, спасать из каких-то историй. И она всю свою жизнь фактически посвящает вот этому. Мало того, что она физически много времени на это тратит, делает это, она еще и нервно очень сильно истощается, и она жертвует. По идее, ей нужно признать, что ее партнер какой-то неудачный, несостоявшийся человек, и не надо свою жизнь гробить на него. По идее, нужно отпустить бы его в свободное плавание, либо серьезно с ним решать этот вопрос со специалистами, чтобы они менялись, оба и выходили из этих деструктивных отношений. Но она нет, она жертвует собой, она отдает ему свое время, свои нервы, свое внимание, меньше развивается сама, таланты ее остаются нераскрытыми, и вот эта вся история. Это такой яркий очень пример. Сейчас попробую подобрать менее яркий пример, где жертва жертвует собой ради кого-то. Жена мужчины, который ходит на работу и которому нужно давать с собой, например, ланчбоксы с едой, ну такие контейнеры с едой. И ей бы, по идее, просто вот готовишь на семью, ну, накладывать ему и все. Но он хочет, чтобы она ему постоянно готовила что-то отдельное, что занимает у нее много времени, какую-то специальную еду ему делать, или там, не знаю, 10 блюд в день, да, то есть что-то гипер, чем другим членам семьи, чем самой себе же.
И если она идет на поводу этой истории и каждый день жертвует своим временем, нарезая ему какие-то отдельные салатики, то она жертвует собой, вкладываясь в эту любовь, ради того, чтобы угодить ему. Другой вариант жертвенности, где партнер обижает жертву, но она не дает достаточный отпор. Классика, яркий пример, семьи, где муж бьет жену. На эту тему, кстати, я сняла серию видео о том, как уйти, что делать, надо ли уходить. Здесь будет переход, но если что, вот в конце внизу можно перейти по ссылочкам, в описании есть ссылки на эти ролики, которые я упоминаю. Да, муж бьет жену, ей больно, она страдает от этого, но она не уходит из этих отношений, она жертвует собой ради этих отношений. Здесь, конечно же, нужна профессиональная психологическая помощь, потому что у человека случается в этот момент анестезия, он не чувствует, иногда они не чувствуют, женщины, эти боли, как на самом деле больно он их бьет, то есть прям тело не чувствует боли, они очень много чувствительности отключают, им нужна профессиональная помощь, и потому что они как раз-таки, им кажется, что ничего не чувствуют, они не уходят, на самом деле там очень много чувств заблокировано. Менее такой яркий пример, более массовый, жизненный, где обижает и терпит. Женщина живет с мужем, который ее еще пока не бьет, да, потому что эти все созависимые истории, они затягиваются и к старости. Бывают истории, жила с мужчиной, не бил, просто был грубоват немножко. А к старости, когда уже совсем дедушка с бабушкой стали, начал руку поднимать. Частые истории жизни. Вот. И он ее не бьет, да, но очень грубо с ней разговаривает. А она вместо того, чтобы по-взрослому, по-серьезному давать отпор и говорить, что слушай, не разговаривай так со мной, для меня это неприемлемо, меня это обижает, мне это не подходит. Она это терпит жертвенно, жертвуя собой ради этих отношений. Но если ее спросить, почему так, она скажет, что а что я могу сделать, он такой. Я ему говорила, не говори так со мной, но он все равно продолжает. И начнет рассказывать о том, какой он плохой. Это стандартное проявление такой жертвенности. Какая разница, какой он плохой? Нужно переключать фокус внимания на себя, но жертва этого не может сделать, потому что ее модель существования в этом мире — жертвовать собой ради чего-то. Следующая роль здесь — спасатель. Человек, который очень любит всех спасать, потому что когда он спасает, он чувствует себя важным и классным. И тогда, если у его друга нет денег, он может отдать свои, даже зная уже, что друг в принципе их не очень-то возвращает или вообще не возвращает, но я не могу отказать, я должен его спасти. Или возвращает, но с таким трудом, мне приходится прям выбивать из него эти деньги, то есть регулярно звонить, напоминать. Он меня кормит завтраками, я эти завтраки съедаю, типа завтра я тебе отдам, я говорю хорошо, я жду, он их завтра не отдает, и в общем это целая тягомотина, и опять-таки нервное истощение. Но спасатель не может в следующий раз отказать, потому что, может быть, он будет чувствовать себя неудобно, как это так, я отказал другу, наверное, я плохой. Да, это мотив спасателя, спасать, чтобы быть хорошим. И когда я спасу друга, помогу, я буду чувствовать себя лучше, более значимым, более полноценным, потому что я сделал что-то хорошее. И пофиг, что это не оценивают очень часто, но спасатель раз за разом встревает спасти. Особенно это деструктивно разрушающая крайняя форма, когда еще спасатель его не просит долго спасать, некого спасать, нет запроса «спасите меня». И он такой уже весь, знаете, как шило в попе, кого бы спасти не могу, очень хочется почувствовать вот эту дозу своего кайфа, почувствовать себя важным и значимым, и он начинает навязывать свое спасение, навязывать свою помощь. Вы могли наблюдать это примеры из жизни, когда вы разговариваете с кем-то, просто рассказываете что-то о себе, еще договорить не успели то, что хотите сказать, а вам тот второй, кто вас слушает, уже предлагает помощь. И она какая-то не к месту, и она навязчивая, и вы вообще просто поболтать хотели, поговорить. Вам для этого был нужен этот разговор, вы не за помощью пришли, не просите ее, а вам ее навязывают. Вы начинаете говорить, там, не знаю, живот заболел, и что-то хотите рассказать дальше, а вам человек уже: я знаю, что тебе делать, у меня есть классный доктор, который лечит животы. Это вот яркое проявление спасателя.
Эта роль сложнее всего лечится в терапии, в психотерапии, потому что она социально одобряемая. Потому что у нас принято, что те, кто спасают, наверное, хорошие. И тогда мы склонны не замечать, что очень часто люди, вообще те, кто спасают, очень часто спасают не для того, чтобы сделать хорошее дело другому, а чтобы самому вырасти в своих же глазах и в глазах окружающих. То есть за счет вот того, кого они спасают, они набирают как бы баллы, очки того, что я на самом деле хороший. Самооценку себе поднимают, утверждая за счет других. И отношения с таким человеком строить на самом деле крайне сложно. Поначалу они могут быть классные, прикольные, потому что их хочется поюзать, поиспользовать. Но человек сам напрашивается на то, чтобы его использовали. И люди, естественно, берут и это и делают, если человек так хочет. Но потом он душит своим этим спасательством, и с ним становится тяжело. Если мы говорим про близкие отношения, как, например, муж и жена, или подругу такую сложно, может быть, иметь, потому что устанешь от ее спасательства, когда хочется просто поговорить. Третья роль называется словами агрессор, тиран, абьюзер, контролер. Все это про одну и ту же роль, это все синонимы в рамках треугольника Карпмана. Это человек, который подавляет других, который чувствует свою значимость за счет подавления других. Это муж, который бьет жену. Это мама, которая ругается на своего ребенка больше, чем нужно, то есть грубит прям ему. Ребенок что-то нашкодил, ему нужна помощь, мама ему помогла, но она еще и, знаете, посолила и поперчила это огромным количеством обвинений. Да ты такой, да ты вообще, да ну тебя в угол. Вот это такая грубость материнская, когда вылезает из матерей. Не пугайтесь, это вылезает из всех матерей периодически, потому что роль мамы, она очень энергозатратная, и человек вообще склонен вваливаться в эти роли, когда у него мало энергии. Да, и мама тогда входит в эту роль агрессора. Это гиперконтроль, это человек, который всех контролирует. Да, это муж, например, у которого жена должна отчитаться везде, где она была, он должен знать каждый шаг своих детей, каждый шаг своих партнеров, гиперконтролер, то есть тот, кто хочет взять и покрыть собой полностью человека, как вот ты будешь моей тенью. То есть это те, кто бьют руку, поднимают, те, кто грубят, срываются на людей более чем того следует ситуации, то есть никогда отпор дают, а отпор дал, не мог остановиться, еще и дальше уничтожил человека словесно. Это те, кто контролирует, это все абьюзеры, да, тираны-контролеры. Такая роль. В чем еще сложность этих ролей? У каждого человека есть своя любимая, так скажем, любимая в кавычках роль, то есть в которую он склонен вваливаться, не замечая. Как правило, у людей две есть любимые роли. Ну, например, кто-то склонен больше обижать людей, быть грубым, критиковать, и тогда он чаще попадает в тирана. Потом ему становится стыдно, и он, например, спасает. Извиняется, цветы дарит после того, как руку поднял. Две любимые роли видим. Кто-то, может быть, наоборот, жертва, ее часто обижают. Ну, чаще всего так часто бывает у женщин, частые примеры. Поэтому я сейчас так говорю, это может быть у мужчин, а может быть наоборот, здесь нет каких-то гендерных предпочтений. И мужчины, и женщины склонны к этим ролям одинаково, вне зависимости от пола. Ну, просто приду пример. Женщина, ее муж бьет, обижает, она копит себе эту обиду, и потом она может вторую использовать любимой ролью. Или спасать его, когда он ее обижает, она терпит, но ему плохо, она все равно идет его спасать. Прощает ему все. Либо бывает вариант, когда он ее обижает, а она терпит, потом срывается и сама превращается в тирана и на него. И они могут вот так меняться ролями. Но всегда, если человек часто застревает в этой роли, то сложность здесь какая, что люди бегают по этим ролям. То есть нет такого, что человек одну роль, она ему склонна, да, он склонен впадать в эту роль, и он всю жизнь только в этой роли. Так было бы проще с этим работать. Мы всегда бегаем по этим ролям. И тот, кто склонен быть жертвой, периодически становится спасателем и тираном, кем-то чаще, кем-то реже. Тот, кто тиранит других, периодически становится сам жертвой или спасателем, кем-то реже, кем-то чаще. Тот, кто спасатель, тоже иногда становится жертвой, иногда тираном. И вот так мы по этим ролям бегаем. И чем плохие эти роли? Когда человек находится в этой роли,
он находится в состоянии не совсем адекватном. Там нету вот в этот момент взрослой части личности, с которой можно нормально договориться. Он как будто попадает в узкий коридор, в котором он видит, и он перестает видеть мир широко. Он перестает слышать человека, с которым он говорит, достаточно широко. То есть если я сейчас, к примеру, в этой роли, то партнер, который я буду слышать, я не услышу все, что он мне говорит, я не замечу все полутона. Я буду видеть из этой роли только то, что мне будет выгодно видеть из этой роли, чтобы поддерживать функционирование этой роли. И это очень сильно вредит отношениям, дает вред отношениям. Потому что строить с человеком отношения, когда вы полностью в этих ролях бегаете каждый день, там, не знаю, 60% времени, очень сложно, потому что из этих ролей люди друг дружку обижают. Поэтому очень полезно отслеживать эти роли и выходить из них. Выходить ни в коем случае я не рекомендую, уходя от человека, с кем вы склонны впадать в роль, потому что когда вы находитесь рядом с более здоровым, чем вы, с психологически более здоровым, чем вы человеком, который менее склонен быть в этих ролях, ну, например, возьмем там Маша, склонна 80% жизни проживать из этой роли, из каких-то ролей, да, из треугольника вообще Карпмана, и только 20% она в более здоровом психологическом состоянии, когда она все видит, слышит, понимает, взрослый, адекватный человек. И если рядом с ней будет партнер, который он партнером не станет, она не сможет такая на 80% в треугольнике жить с тем, кто склонен на меньше. Она притянет того, кто тоже на 80% склонен быть. Но если она заводит себе, например, новую подругу, которая не склонна в этих ролях так много жить, которая живет в них 10% жизни, то они просто общий язык в итоге не найдут. То есть они пообщаются, могут быть общие интересы даже, но вот что-то не склеится, будет тяжело с этим человеком, неприятно, и одному, и второму они не будут получать от этого общения то, что хотят, они разойдутся. Контакт не станет достаточно близким. Поэтому, если уж пара совпала так, что оба много в этом треугольнике крутятся, то бесполезно уходить, потому что следующий будет такой же, пока вы не изменитесь. Очень классно меняться прямо находясь с партнером в этих ролях, получая помощь третьего нейтрального человека, психолога, отслеживать, где вы в эти роли попадаете, и выходить из них, не обижая другого, учиться получать от жизни, от общения то, что вы хотите, то, что мы все хотим, любви, признания, более здоровым способом. Но для этого нужен психолог, потому что когда человек входит в эту роль, начинает жить из нее, он становится как по голове пришибленным, неадекватным немножечко, да, он не видит, не слышит, могут быть стеклянные глаза, человек может вообще с пеной у рта, говорят, такая фраза хорошо описывающая, что-то доказывать, и в этот момент он как будто не очень адекватный. Поэтому из ролей этих обязательно нужно учиться выходить, стараться минимизировать это в своей жизни, потому что тогда отношения с людьми станут более приятными, будет меньше конфликтов, будет легче строить отношения, будет больше близости настоящей с людьми, не искусственной близости. Когда давай попьем чай вместе, я тогда хочу почувствовать, что мы близки, но чай мы пьем из этих ролей, ругаясь. Кто-то кого-то обесценивает, например, из этой роли, другой терпит из этой роли. И вроде чай попили, вроде время провели, а близости так и не ощутили. Это вот пример искусственной близости. Чай попили, время вместе посидели, а близости не получили, потому что в этих ролях нету близости. И отношения там не очень качественные, то есть не такие вкусные, как могли бы быть. Я снимаю еще сейчас в процессе, добавлю в описание 3 видео, где отдельно я рассказываю про каждую из ролей очень подробно. Если вы замечаете у себя или у ваших знакомых, которых вы хотите больше понимать, вот склонность к проигрыванию какой-то одной роли очень ярко, то рекомендую пройти внизу по ссылке, посмотреть, где более подробно, то есть одно видео про каждую роль. На одно видео, одну роль вот максимально детально описываю. Если есть вопросы какие-то, задавайте их в комментариях. Прихожу в комментарии, стараюсь вам отвечать. Если досмотрели до конца, значит, вам это было интересно. Пожалуйста, поставьте лайк, поддержите это видео и подписывайтесь на канал. До встречи!